Привет, друзья! Сегодня в Германии за ее пределами события, которые могут удивить и вызвать много вопросов от дронов над аэропортами и военной поддержки полиции до острых проблем медицины в Бранденбурге. Есть новости из военных полигонов, где исчезли десятки предупреждающих знаков, а еще политическая дискуссия о военной службе, разногласия по бюджету, различия в доходах между Востоком и Западом Германии и даже громкие заявления из Соединенных Штатов Америки. Оставайтесь до конца и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить самые последние важные новости Европы и Германии. Итак, в Баварии федеральные силы теперь помогают местным властям в борьбе с дронами. В аэропорту Мюнхена участковая полиция получает поддержку от Бундесвера, который ведет мониторинг беспилотников. С 3 октября Бундесвер задействован в оказании служебной помощи. Его подразделения отвечают за обнаружение и слежение за дронами на территории аэропорта. Запрос на помощь поступил из Баварского министерства внутренних дел. Официальный представитель оперативного командования Бундесвера подтвердил, что военнослужащие участвуют лишь в задачах воздушного мониторинга. Они не вмешиваются в другие полицейские функции. Решение о действиях остается в компетенции органов общественной безопасности. В Баварском министерстве подчеркнули, ответственность за защиту вне объекта Бундесвера остается на уровне земельных органов. Поддержка используется именно в тех зонах, где объем работы превышает возможности полиции. Хотя детали операции не разглашаются из оперативных причин, ясно одно: растущие воздушные угрозы вынуждают власти пересмотреть разделение ролей между гражданскими и военными структурами. Аэропорт Мюнхена уже сталкивался с перебоями из-за неоднократных появлений дронов, которые вынуждали задерживать вылеты и перенаправлять воздушные судна. Новое участие Бундесвера, ответ на эти вызовы, усилит наблюдение, предотвратит сбой и повысит безопасность воздушного пространства. И это только начало. В земле Бранденбург ощущается острый дефицит внимания врачей в сельской местности. Местные жители вынуждены ездить за консультацией часами, а очередь к специалисту порой занимает до года. Чтобы исправить ситуацию, министр здравоохранения Бранденбурга Брита Мюллер предложила вернуть формат поликлиник как один из способов борьбы с дефицитом. Поликлиники, по ее мнению, позволят сосредоточить несколько специализаций под одной крышей, сократить количество переездов по разным адресам и упорядочить распределение приемов. Она называет их не просто вспомогательной мерой, но даже альтернативой небольшим больницам, особенно там, где больницы вынуждены закрываться. По словам Мюллер, в Бранденбурге сегодня свободно около 320 мест семейных врачей, и многие из них остаются не занятыми из-за сложных условий и отдаленности. Она подчеркнула, что если население должно ездить по часу, чтобы попасть к врачу, это уже недопустимая нагрузка. Министр настаивает, создание поликлиник должно быть частью федеральной стратегии. Нельзя решать такую проблему лишь на уровне земель. Она ожидает, что внимание к реформам придет из Берлина. Проект уже обсуждается как вариант поликлиник «Делюкс» с диагностикой, амбулаторным вмешательством и несколькими специализациями в одном месте. Так, в Бранденбурге, например, пытаются построить мост между пациентом и врачом, чтобы сократить путь, устранить белые те пятна в медицинской карте региона и вернуть людям возможность лечиться без многодневных поездок. А теперь внимание, дальше события становятся еще напряженнее. Около 50 предупреждающих знаков вместе с крепежными элементами были украдены с военного полигона в Верхней Баварии в середине сентября, на площадке, где происходит стрельба специальными снарядами. Речь идет об учебном полигоне на горе Зильберг в муниципалитете Бишоф-Свизен. Знаки предназначались для обозначения именно опасной зоны стрельбы, без них территория теряет пометку ЧП и риск для жизни существенно возрастает. Полиция предупреждает, на этой площадке применяются специальные бесшумные боеприпасы, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни. Стрельба ведется не только в дневное время, но и ночью, в выходные, шум едва слышен слуху. Кроме того, на территории находятся другие потенциально опасные объекты, например, колючая проволока, учебная имитация взрывчатых веществ, иногда размещенные прямо на дорогах. По словам полиции, удаление или порча знаков – это серьезное преступление. Нарушителям грозят штрафы, ущерб уже оценивается в сотни евро. Таким образом, исчезновение этих знаков создает угрозу жизни для тех, кто мог бы случайно войти на полигон, не зная о его статусе. Власти призывают всех быть внимательными, отсутствие видимых барьеров не означает, что опасность исчезла.
Следующая тема заставила многих задуматься. Министр обороны Германии Борис Писториус резко раскритиковал фракцию Христианско-демократического союза ХДС и Христианско-социального союза ХСС за попытку отложить обсуждение нового закона о военной службе в Бундестаге. По его словам, такое поведение является небрежным и может задерживать введение нового военного призыва и возвращение обязательной военной службы. Писториус подчеркнул, что парламентский процесс предоставляет различные возможности для внесения изменений в законопроект, включая подачу поправок и проведение слушаний с экспертами. Он призвал правящих партнеров придерживаться установленного графика и участвовать в процессе в соответствии с парламентскими процедурами. Изначально обсуждение нового закона, направленного именно на модернизацию военной службы, было запланировано на следующую неделю в Бундестаге. Однако фракция ХДС-ХСС заявили о намерении отложить это обсуждение, выдвигая требования о внесении изменений в законопроект. Критика касается, в частности, недостаточной ясности в определении условий, при которых добровольная военная служба может быть преобразована в обязательную. Фракция ХДС-ХСС утверждает, что существующие угрозы безопасности, включая инциденты с нарушением воздушного пространства НАТО, требуют более решительных шагов, таких как возвращение обязательной военной службы. Они предлагают модель, аналогичную скандинавским странам, где проводится всеобщее медицинское обследование, а затем призываются только те, кто годен к службе и готов к ней. Писториус отметил, что попытка отложить обсуждение закона, ссылаясь на инциденты с нарушением воздушного пространства, выглядит противоречивой, поскольку нет очевидной связи между этими событиями и необходимостью изменений в законодательстве о военной службе. Он предупредил, что такие действия могут подорвать доверие к правительству и его способности эффективно реагировать на вызовы безопасности. Таким образом, в Германии продолжается политическая эта напряженность вокруг реформы военной службы с разногласиями между правящей коалицией и оппозицией относительно подхода к обеспечению национальной безопасности и модернизации вооруженных сил. Но это еще не главный поворот событий. В Германии сохраняются значительные различия в доходах между восточными и западными регионами, что отражается и на условиях кредитования. По данным анализа портала Verivox, жители восточных федеральных земель берут кредиты меньшего размера и по более высоким ставкам. Средний доход заемщиков на Востоке составляет 2413 евро в месяц, что примерно на 11% ниже, чем у западных их коллег – 2700 евро. Соответственно, средняя сумма кредита в восточных землях составляет, внимание, 16 359 евро, тогда как на Западе 17 396 евро. То есть разница около 1000 евро. Несмотря на более низкие доходы, заемщики с Востока при прочих равных условиях имеют такие же шансы на одобрение кредита. Однако из-за меньшей кредитоспособности они часто сталкиваются с более высокими процентными ставками. Эти различия в кредитных условиях подчеркивают продолжающееся экономическое неравенство между восточными и западными регионами Германии, которое сохраняется более 3 десятилетий после объединения страны. И здесь начинается самое интересное. Следите внимательно. В Соединенных Штатах Америки продолжается политический кризис именно из-за бюджетного противостояния между президентом Дональдом Трампом и Демократической партией. На второй день частичной приостановки работы правительства, известной как шатдаун, Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения рабочих мест в федеральных агентствах, контролируемых демократами. Он подчеркнул, что эти меры могут быть как временными, так и постоянными. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт, речь идет о тысячах должностей в федеральном аппарате. Однако конкретные детали пока не раскрыты. Трамп подчеркнул, что многие из этих агентств, по его мнению, неэффективны и не служат интересам американского народа. Ситуация обострилась после того, как демократы, напомню, в Конгрессе отказались поддержать предложенный Трампом бюджет, который включает значительное сокращение в области здравоохранения и социальной защиты. Президент рассматривает шатдаун как стратегический ход, направленный на давление на оппозицию и демонстрацию решимости в проведении своей политики. Эксперты предупреждают, что длительный шатдаун может негативно сказаться на экономике страны, вызвать задержки в выплатах и ухудшение качества государственных услуг. Тем временем демократы заявляют о готовности к переговорам, но настаивают на необходимости сокращения финансирования программ здравоохранения и социальной защиты. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.